Так, друзья, снова всем привет из солнечного Вьетнама. Добро пожаловать в студию Aquadream. Сегодня снова проект нано-низкотехнологичного аквариума, кубика 20 на 20 сантиметров, четвертого по счету уже за последние мои проекты, а именно не хватающего вот здесь на полке. Раз, два, три у меня уже есть, и четвертый встанет вон туда, чтобы полка красиво смотрелась, заполненная нано-кубиками. Сегодняшний скейп будет немного похож на мой последний нано-кубик. Изначально я хотел сделать скейп-островок, маленький островок посередине аквариума, но я не нашел нужного дерева, нужных маленьких веточек для того, чтобы его сделать. Поэтому сегодняшний скейп будет немножко похож на предыдущий, но все же будет отличаться от него. Камни я буду использовать другие, песок я буду использовать другого цвета, а также само дерево тоже будет немножко отличаться. Итак, вот здесь вот он у меня встанет, как раз размер, в точности размер, длина этой полки в точности подошла под 4 20-сантиметровых кубика. Вот они у меня, раз, два, три, и вот сюда встанет четвертый. Будет очень красиво смотреться с 4 одинаковыми кубиками, но с разными скейпами. Итак, вот он наш кубик. Он уже готов. Я уже приклеил черный фон на заднюю стенку. Все готово, лампа готова. Также 5-ваттная с деревянной подставкой, как всегда. Дальше из материалов, которые я сегодня буду использовать, вот такое дерево. Вот все эти кусочки я уже заранее примерил, они все подходят. Я их между собой склею, создадим хардскейп. Камней буду использовать совсем чуть-чуть, только 3 вот таких больших и несколько вот таких мелких для завершения скейпа. Из сойла обычный аквариумный сойл и вот такой в гранулах глинистый, который я также всегда добавляю. Я их раздробил на мелкие кусочки. Вот, также я недавно пересаживал свои растения на балконе и покупал биогумус. Добавлю еще тонкий слой биогумуса. Как обычно я делал всегда для всех своих аквариумов, для дополнительной питательной подложки. Ну и первый слой, как всегда, речная галька, предварительно промытая под водой. Идея сегодняшнего скейпа примерно следующая. 3 камня я уложу вот здесь, примерно вот в этом углу, посередине. И вот из того угла на этих камнях будут расти вот так вот деревяшки. Будет такой драконий скейп опять. Дальше мелкими камнями задекорирую переднюю часть, также галькой задекорирую ее. Растения я вам покажу позже. Из растений все в принципе то же самое. Все, что на данный момент в этом сезоне доступно на рынке. Криптокарина 2 видов, анубиас, буцефаландра и, как обычно, мох. Мха я хочу посадить на всей части дерева. Сначала я хотел найти папоротник, чтобы папоротник вылезал как бы из дерева, мелкий папоротник. Но мелкого папоротника я не нашел, предлагали только крупный. Крупный к этому скейпу, к размеру аквариума не подошел бы, поэтому засажу все мхом, и мох на задней части дерева мох будет расти. И я надеюсь, что его будет видно красивой зеленой шапочкой сзади и также спереди. Итак, теперь засыплю немножко субстрата, чтобы было проще уложить камни. И досыпать субстрат буду позже. Первым слоем субстрата я немножко, совсем тонким слоем, добавлю биогумуса на самый низ, самый первый слой. Итак, закончили с субстратом, совсем чуть-чуть. Растений почвенных много я использовать не буду, поэтому много субстрата нам не нужно. Совсем тонкий слой, остальной слой будет слой песка.
Итак, сейчас будем работать над кардскейпом. Очень тонкая работа, очень много дерева. Все это нужно будет склеить между собой для прочности. Давайте начнем. Ну что, вот он у нас, хардскейп получился. Теперь очень долго нужно будет склеивать клеем дерево и камни между собой, чтобы ничего не рассыпалось, чтобы все стояло прочно.
Итак, из растений сегодня, опять же, как и в предыдущем скейпе, буду использовать вот такой мелкий папоротник Java Fern. Хочу им засадить всю поверхность дерева вместе с мхом. Мох, как всегда, я использую тот же Фонтанус. Вот такой, мне его продали со скидкой, он не очень хорошего вида, старенький, немножко с коричневым оттенком, но со временем он опять позеленеет, появятся новые листики, поэтому будем его использовать. И также у меня здесь есть две большие криптокарины вентии, их я посажу на заднюю часть, будет смотреться как высокое большое дерево. И переднюю часть, я думаю, что у меня здесь очень много... вот, кстати, еще у меня есть здесь одна криптокаринка, вот такая маленькая. И здесь у меня также много буцефаландры. Вот хочу как можно больше буцефаландры посадить. Будет такой буцефаландровский скейп. Минимум анубиаса. Возможно, я вообще его не буду использовать. Посмотрим. Хочу больше использовать буцефаландры. Мне кажется, под цвет скейпа буцефаландра темного цвета будет хорошо смотреться. Ну так, посмотрим. Также у меня здесь есть криптокарина парва. Где-то 4 горшочка. Посмотрим. Буду использовать или нет, пока не знаю. Посмотрим, как пойдет. Итак, в этот раз я хочу набрать воду примерно на 2-3 сантиметра, чтобы проще было сажать задние растения, потому что у криптокарины корни большие. Очень тяжело сажать ее, если просто вспрыснуть в субстрат. Поэтому проще будет, если я наберу немножко воды. Итак, начну я посадку вот с мелкой буцефаландра Petit. Такая мелкая. Я очень надеюсь, что она вся хорошо приживется, потому что она довольно привередливая. Но так как здесь будет использоваться поток воды и фильтрация, я думаю, что она должна быть в порядке.
Итак, теперь время папоротника. Приклеим его также на поверхности дерева. Наверное, буду использовать половинку вот этого. Больше не буду. Итак, буцефаландры получилось много. Итак, друзья, для мха совсем места не осталось. Я его планировал посадить также на дереве, но дерево полностью усыпано буцефаландрой и папоротником, поэтому мох там будет лишним. Вот эта часть дерева, которая уходит сюда в переднюю часть, свободна. Всю ее я покрою мхом, и также вот эти камни крупные, также по кусочку мха на них налеплю с помощью клея. Ну все, друзья, готово. Посадка завершена. Теперь остается только набрать водой. Воду я спущу 2 раза, потому что слишком много мути от гальки и от песка поднимается. И чтобы воду сделать немножко посветлее, спущу и наберу 2 раза. Ну что, друзья, мы закончили. Вот и наш красавчик. Мне очень нравится результат. Получилось очень классно. Я всегда хотел скейп с большим количеством буцефаландры. Криптокарина будет расти быстро и хорошо, чем поможет быстро восстановить биобаланс, потому что буцефаландра растет медленно. Также я хотел установить фильтр сразу же, потому что я думал, что он у меня есть, но я забыл, что я израсходовал все фильтры, поэтому сегодня я заказал точно такой же маленький. Мох со временем распушится, сейчас он смотрится таким приплюснутым. Я надеюсь, что он восстановит свой зеленый окрас со временем. Будет очень красиво. Папоротник, надеюсь, тоже хорошо приживется. Ну вот, сутки придется этому аквариуму быть без фильтра. В принципе, ничего страшного. Я буду делать очень частые подмены, как и для всех своих новых аквариумов. О том, как ухаживать за новым аквариумом, смотрите у меня в описании под видео.
Также добавлю сюда штучек 5 неритин улиток. Какие-то улитки у меня всегда появляются сами по себе с растениями. Кстати, они безобидные, растения не едят, очень тоже хорошо помогает очищать аквариум от водорослей и от других отходов. Финальное видео я сделаю через 1-2 дня, когда уже фильтр будет установлен, вода станет кристально прозрачной. Для света для лампы я, как и для всех своих аквариумов, установлю таймер, по которому свет будет автоматически включаться-выключаться. Свет у меня во всех аквариумах, по-моему, 7 часов. 8-9 я никогда не выставляю. 7 часов вполне достаточно для фотосинтеза в низкотехнологичных аквариумах. Если вы используете CO2 систему, где растения растут очень быстро и потребляют много микроэлементов, тогда свет должен быть больше часов, 8-9, а то и до 10. В таких низкотехнологичных аквариумах у меня по 6-7 часов свет горит и автоматически выключается. Кстати, по поводу фильтра. Я пока делал аквариум, не подрасчитал в размерах, забыл вообще про фильтр. Поэтому вот эта деревяшка, мне кажется, будет мешать ему вставать с этой стороны самой трубки забора воды, а также выхода воды. Поэтому посмотрю, возможно, я его установлю где-то посередине, там больше места. Либо вот с этой стороны, если также уровень песка будет позволять. Так что посмотрим еще, как его установить. Итак, ну что, друзья, прошло 2 дня, вода кристально чистая. Я уже добавил 5 улиток неритин рогатых. Только вот сегодня добавил. Вот они уже ползут, вовсю работают. Фильтр мне так и не привезли для этого аквариума, поэтому я переставил фильтр от вот этого кубика, самого первого своего. С него снял, поставил вот сюда, так как там уже бактерия. Здесь старт уже прошел, пока несколько дней без фильтра он будет в порядке. Поэтому на первых порах вот этот фильтр со старого аквариума поможет отфильтровать воду и ускорить процесс старта. Ну а когда привезут новый, я его также модернизирую, как и все эти маленькие рюкзачки, и установлю заново к этому аквариуму. Вот здесь буцика через 2 дня уже вон пускает листик в полуводной форме. Вот так на деревяшке сидит и уже пускает листик. Я очень надеюсь, что этот вид буцефаландра у меня хорошо приживется. Некоторые листики старенькие начинают подгнивать, но я очень надеюсь, что ей будет хорошо в этом аквариуме. Криптокарина также, возможно, какие-то листики будет отбрасывать, какие-то подгнивать на первых порах. Но со временем приживется, пустит корни в субстрат и начнет расти.
Ну что, друзья, на этом все. Если вам понравился мой 4-й кубик, ставьте лайк этому видео. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мою страницу в Instagram. И не забывайте, что я для вас составил список почти всех материалов и инструментов, которые я использую. Я их нашел для вас на AliExpress, поэтому переходите по ссылкам и делайте свои покупки. Ну а впереди нас ждут большие проекты. У меня в планах очень много всего интересного. Так что не пропускайте мои новые проекты и увидимся снова. Пока-пока. Кстати, друзья, сегодня купил 3 штучки Raspberry Хенгеля. Вон они там плавают, они еще немножко в стрессе, я им немножко корма насыпал. Вот жду, когда они выйдут из стресса, начнут кушать. Очень красивые.